Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Это вторая часть про лофтовую перегородку из стекла и металла. Кто не видел первую часть, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Поехали! Начинаю размещать вертикальные профили. Для разметки использую карандаш, угольник и рулетку. При разметке еще нужно учитывать толщину самого профиля. При помощи лазерной рулетки отмеряю высоту профиля и отрезаю в нужный размер. Сварочные магниты помогают выставить профиль по уровню. Фактически заменяют вторые руки. Выставленный профиль привариваю. По такому же принципу монтирую остальные профили. Они получаются разной длины, так как потолок наклонен. Вертикальные профили выставлены и приварены. Теперь можно переходить к горизонтальным. Отдельно нужно рассказать про закладной профиль для натяжного потолка. Мне нужно определить будущий уровень натяжного потолка. Потолок будет идти под наклоном, опускаться примерно на 5-6 см. Поэтому ставлю метку в самой высокой точке потолка. Затем отмечаю уровень в самой низкой точке и натягиваю шнурку. По шнурке делаю отметки на профиле. Эти отметки – это нижний край закладного профиля под натяжной потолок. При помощи струбцин креплю профиль по меткам. Проблема разметки верхнего профиля заключается в том, что потолок идет под наклоном, и каждый отрезок надо вырезать под небольшим углом. Я применил хитрость, соответственно, я взял профиль, по шнурке на струбцинах его выставил, теперь с обратной стороны маркером прочерчиваю отрезки и сразу нумерую их. Первый, второй, третий. У меня получается в наличии остался только профиль 2×4. Здесь закладной профиль должен быть с двух сторон. В идеале, конечно, проще было бы варить профиль 4×4, но так как у меня его нету, ехать я за ним не хочу, я просто вместе складываю два профиля 2×4 и свариваю их. Свариваю не полностью, а точечно. Отрезаю размеченные куски.
Привариваю каждый на свое место. Главное не забыть про закладной профиль, а то потом некуда будет прикручивать натяжной потолок. Нарезаю горизонтальные профили. Профиль вырезаю таким образом, чтобы был небольшой миллиметровый зазор. Если будет большой зазор, то неудобно будет варить, надо будет много наваривать и будет неаккуратно. Если будете засовывать через силу, то будет выгибаться или горизонтальный, или вертикальный профиль, в зависимости от того, какой вы варите. Выставляю по заранее отмеченным меткам. Проверяю уровнем и привариваю. Варю таким образом. Сначала делаю прихватки, надежно фиксируя профиль, а затем привариваю на всю длину. Я сварил все профили, вертикальные и горизонтальные, теперь можно приступать к зачистке. Соответственно, чем аккуратнее и качественнее шов сварной, тем меньше чистить, но мне это не грозит. Для зачистки использую два диска. Сначала просто шлифовальный, это грубая зачистка, затем лепестковый, это уже более аккуратная и финишная чистка. Кстати, от зачистки больше мусора и дыма, чем от сварки. Обратите внимание, каким образом я варил профили. Я их варил только с торца. Самое геморройное место, вот это, внутреннюю часть, я не варил. Поэтому и защищать мне ее не надо. Здесь будет дальше еще закладываться профиль 15 на 15 мм, он будет склеиваться. На данный момент уже конструкция получилась очень жесткая, но со склеенным профилем она будет еще жестче. Те места, где не видно, например, под потолком, я проваривал полностью по кругу. Итоги второго дня. Сварил полностью все профили и зачистил все сварные швы. Перегородка получилась очень жесткой. Я лазил по ней, как обезьяна. Каркас полностью готов.
Стыки в перегородке я зачистил. Теперь при помощи кисточки сметаю всю пыль, и железо нужно обезжирить. Получилось очень много металлической пыли после того, как я зачистил швы. Для обезжиривания использую ацетон. Ацетон технический и ХБ тряпка. Эти работы, конечно же, нужно производить в защитной маске. После обезжиривания наношу грунт по металлу. Один из грунтов, который рекомендует производитель, это GF021. Он есть красный и серый. Я купил серый. Наношу при помощи кисточки и маленького валика. Все эти работы провожу в маске. Такой грунт предотвратит появление ржавчины. За счет высокого содержания ацетона краска застывает моментально. Каркас загрунтован. Следующий этап – это резки металлических закладных из профиля 15 на 15 для стекол. Это можно было, конечно, сделать раньше и сразу все вместе покрасить, но вчера было воскресенье, шуметь, резать я не мог, а вот красить мог. Поэтому вчера я покрасил, погрунтовал перегородку, а сегодня буду вырезать закладные для стекол. Для этой задачи буду использовать квадратный профиль 15 на 15 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Перед резкой снимаю размеры. Профили складываю в кучу. Буду резать сразу по 4 штуки. Это ускорит работу. Сразу чищу края от железа. Отрезанные полоски раскладываю по местам, чтобы потом не путаться. На эту работу я потратил целый день. Все четко подогнал и зачистил края. Закладные для стекол я выпилил и поставил каждую на свое место. Теперь мне их надо загрунтовать точно так же, как я грунтовал раму. Эта работа очень вонючая, потому что грунтовка фактически состоит на 90% из ацетона, поэтому грунтовать я их буду на балконе. Для покраски я придумал такую штуку. Взял брусок и набил туда гвоздей соток. Теперь я могу просто надевать закладные, и мне будет очень удобно красить. Сначала идея красить профиль на балконе мне понравилась, но потом я быстро понял, что тут очень жарко и солнце светит прямо в глаза. Поэтому переместился назад в комнату и просто открыл нараспашку окна.
Я погрунтовал все внутренние элементы, которые будут подпирать окно. Они сейчас стоят по всей квартире, пронумерованные. Следующий этап. Раму и внутренние элементы я уже буду красить в финишный черный цвет резиновой краской. После того, как я все покрашу, я смогу собрать перегородку, вклеить профиль, вклеить окно и затем вклеить запирающий профиль. Интересный продукт от компании Bitex Сибирь. Универсальное защитное резиновое покрытие. Может применяться как внутри помещения, так и снаружи. Колируется в разные цвета. В моем случае краска была заколирована в черный цвет. Для работы понадобится раскатка. Краску буду наносить поролоновым валиком. После ацетоновой грунтовки обязательно проверяю, как пахнет краска. Хорошо хоть не вонючая. Краска заколирована в черный цвет. Перед применением я ее перемешаю. Начинаю красить снизу вверх. В идеале, конечно, было бы наносить краску методом распыления, но слишком много мороки. Пришлось вокруг бы все заклеивать. Тем более, что по задумке у меня перегородка в стиле лофт, а лофт допускает мелкие дефекты. Сегодня нанес 2 слоя, с перерывом примерно в несколько часов. Параллельно крашу закладные элементы. Приспособление из бруска и гвоздей очень здорово помогло. Также для работы приспособил острогубцы, чтобы поворачивать профиль и не пачкать руки. Все покрашенное складываю вдоль стен. Прорезиненный лоток уже мыть нецелесообразно, проще, конечно же, выкинуть. Цвет получился лофтовый, как я и хотел. Выглядит как паровоз. Покрытие довольно-таки интересное. Получилось такое резиново-матовое. Этой краской можно работать и на улице, и в помещении. Соответственно, когда она свежая, смывается водой, как только заполимеризовалась, уже становится водостойкой. Краски ушло немного, где-то, наверное, литра 2,5. Вся остальная краска пойдет на другие объекты. Наконец-таки я покрасил перегородку и все элементы, теперь можно приступать к сборке. Я буду вклеивать профиль 15 на 15, затем вклеивать стекло и затем с другой стороны запирать таким же профилем. Если честно, то покраска перегородки, соответственно, грунтовочные слои и 2 финишных слоя, покраска всех элементов заняли больше времени, чем непосредственно сама сварка этой перегородки. Вот эти штапики мне сейчас надо вклеить. Для вклейки вот этих профилей из стекла я буду использовать полиуретановый клей герметик черного цвета. Есть
Экономичная упаковка. Вот такой вот большой. Здесь получается 2 тюбика. Стоит дешевле. Для экономичной упаковки понадобится большой закрытый пистолет. Клей есть. Вот 221 это химической стойки. Я взял, не посмотревши. Стоит примерно одинаково. Отличается единственное тем, что он стойкий ко всем видам топлива и минеральным маслам, а этот обычный. Мне тут не принципиально, приклеят они оба, поэтому, в общем-то, буду использовать. Я при помощи этого клея очень здорово сэкономлю во времени, потому что обычно вот эти вот профили, их приклепывают, или приваривают. А если их приклепывать и приваривать, то, соответственно, это очень много работы лишней, а приклеить значительно проще. Тем более, что этот клей-герметик, он держит железо и стекло намертво. Разрезаю упаковку и засовываю в пистолет. Сначала я решил наносить клей точечно на перегородку. Затем подумал, что лучше будет наносить клей точечно на профиль. Клей-герметик позволяет профилю висеть вверх ногами, но на всякий случай я приклеивал малярную ленту. Где-то примерно на 3-м окне я пришел к оптимальному решению – наносить на профиль не точки, а полоску клея. По такой схеме уже приклеивал все закладные профили. Вот как выглядят приклеенные закладные профили в раме. С одной стороны все профили приклеены. Теперь можно переходить на другую сторону, вклеивать стекла и закрывать другим профилем. Стекло я заказал каленое, толщиной 4 мм. В мастерской мне их запаковали в бумагу. Торцевая кромка фрезерована. Обычное стекло, только очень прочное. Стекла будут вклеиваться на тот же самый клей-герметик Zika. В качестве опорных элементов я буду использовать пластиковые крестики. Они оказались точно такие же по толщине, как и стекло. Примеряю стекло. Размер заказывал на сантиметр меньше. Получается, что с каждой стороны стекло будет на 5 мм меньше рамы. Герметик наношу на край стекла. Точечно. Можно, конечно, наносить полоской, но в целях экономии я наношу точками. Вклеиваю стекло. Герметик не выходит за границы профиля. В
теории можно было, конечно, найти резинки для стекла. Но, во-первых, резинки дорогие. Метр погонный стоит где-то примерно 60 или 70 центов, а здесь 90 погонных метров. Во-вторых, найти их в Бресте, именно подходящие, которые подойдут, очень сложно или даже нереально, надо заказывать. В-третьих, резинка имеет толщину, примерно где-то 3 мм. А я хотел, чтобы стекло между профилями стояло вплотную, чтобы вот эта вот полосочка была тоненькая. Полиуретановый клей-герметик в принципе выполняет ту же самую функцию. Во-первых, он держит стекло, а во-вторых, не дает ему вибрировать. Когда он застывает, он становится такой жесткой резиновой. И к тому же он значительно дешевле. С другой стороны запираю окно. Главное контролировать, чтобы герметик не вылазил наружу. По такой схеме вклеиваю все стекла. Вот перегородка и готова. Профиль плотно стоит к окну, и за счет того, что расстояние между профилями маленькое, получается, что ничего не видно, просто тонкая полоска. Стекло каленое, оно в 7 раз крепче, чем обычное. И если его разбить, то оно разлетается на маленькие, неострые кусочки. Самое главное, что оно безопасное. Если вдруг вы разбили стекло и вам надо поставить новое, то берете лезвие от ножа, прорезаете полиуретановый клей под профилем, вынимаете стекло и ставите новое. Приклеиваете заново профиль, возможно, придется подкрасить, но те конструкции, где эти профили сажают на клепки или приваривают, они вообще неразборные. Решил провести небольшой эксперимент и проверить, насколько же все-таки прочное каленое стекло. Вот какие маленькие кусочки получаются, когда стекло разбивается. Мне очень нравятся перегородки из стекла и металла, потому что они тонкие и прозрачные. И создается впечатление, что вы находитесь в большом пространстве. А во-вторых, они очень круто выглядят. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Нравятся ли вам такие конструктивные решения? Смета на материалы. Что касается работы, ориентировочно я бы за эту перегородку взял бы примерно $500. Работа закончена, перегородка готова. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю вам хорошего настроения и не болеть. До новых встреч! Как же меня уже задолбала эта хрущевка. Хочу на новый объект. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.